Merhaba. В мире осталось совсем немного мест, которые могут ярко и информативно рассказать нам о древнем прошлом человечества. Тем, кто неравнодушен к историческим и археологическим местам, непременно стоит посетить руины древнего города Саламис. Экскурсия здесь перенесет вас на тысячи лет назад. Что же можно увидеть среди руин древнего полиса? Давайте посмотрим. Итак, первое, что мы с вами посмотрим, это центральная площадь Саламиса, которая находится уже позади меня. Главная площадь Саламиса была одной из самых больших среди всех элитных городов того времени. Площадь имела форму прямоугольника, по сторонам которого были выстроены арки и колонны. В древние времена к площади примыкал храм Зевса, а напротив располагался храм Гермеса. Площадь была украшена золотыми статуями, а в центре ее располагались фонтаны. Тут надо включить фантазию, потому что, наверное, это был один из фонтанов. Сегодня можно увидеть колонны, обрамлявшие площадь, а также цистерну с водой, где хранились запасы воды на случай землетрясений или других бедствий. Второе, что мы вам покажем, это римский гимнасий. Давайте я сначала расскажу, что вообще такое гимнасий. Гимнасий – это образовательное учреждение. Особенностью этого заведения являлось то, что здесь совмещали физические и умственные упражнения. То есть обучали чтению, письму, но и особое внимание уделяли физической подготовке учеников. Это было самое большое здание в городе. Но с IV века гимнасии стали использовать в качестве публичных бань повышенного комфорта, потому что уже в то время здесь была проведена канализация, отопление и водопровод. Весь комплекс состоял из комнат с холодной водой, горячими ваннами, парилками и бассейнами. Сейчас мы с вами направляемся в амфитеатр. В Саламисе располагался самый большой амфитеатр во всем Средиземном море. Он состоял из 50 зрительских рядов и вмещал до 15 тысяч человек. Сегодня туристы видят уже воссозданный амфитеатр, у которого только первые несколько рядов родные. Тем не менее, масштабы сооружения впечатляют. Разница между самым верхним рядом и ареной 20 метров. С верхних рядов открывается прекрасный вид на весь античный город. Видны все постройки как на ладони. Недалеко от амфитеатра стояла базилика палестинского священника святого Эпифания. Она считалась самой большой на всем Кипре. Сегодня от нее осталось только прямоугольное основание и обломки колонн, и только лишь в одном месте чудом уцелел фрагмент мозаичного пола. Базилика была возведена на месте захоронения святого, однако позже его мощи были увезены. Как рассказывает история, в этих пещерах находились урны, куда бросали тела погибших, они здесь разлагались, а кости в итоге просто уносили в другое место. Спасибо за информацию. Стрёмное место, идем отсюда.
Особый интерес представляют скальные гробницы Силарка, в которых хранили менее знатных людей. Древними ступенями можно спуститься вниз и посмотреть все на свои глаза. Нам страшно, но мы спускаемся. К западу от Саламиса расположился древний некрополь, объединяющий более 150 могил, датируемых 8-7 веков до нашей эры. Большая часть этих гробниц была разграблена еще до обнаружения археологами. Артефакты, которые все же удалось найти, были переданы в музей Никосии. Здесь, при входе в Саламис, можно уже увидеть город Вароша с нашего прошлого видеоролика, поэтому обязательно переходите, смотрите, как же добраться к Саламису. Саламис расположился недалеко от Фамагусты, поэтому добраться до него будет недорого даже на такси. В описании под видео мы оставляем вам геолокацию. Вход сюда платный, стоимость билета 50 лир. При входе вам выдают, собственно, сами билеты и брошюры с картами. До новых встреч, пока-пока!